Всем большой привет, меня зовут Яна, и я рада приветствовать вас на канале Сижу-Вяжу. Сегодня я хочу поделиться с вами шикарной сеточкой. Попробуйте ее связать, вы точно не пожалеете. А изделия, связанные таким узором, приобретают невероятную роскошь. Ну а для того, чтобы провязать этот узор поворотными рядами, наберите на спицы количество петель кратное 3, одну петлю для симметрии и 2 кромочные. Высоту этот узор в шахматном порядке составит 4 ряда. Друзья мои, не забывайте подписываться на канал, поддерживать это видео лайками и комментариями, а мы начинаем. Дорогие друзья, данный узор вяжется классическим способом. Его можно провязать, конечно же, и бабушкиным, но это неудобно, потому что нам нужно будет в каждом лицевом ряду разворачивать петлю, ведущей стеночкой вперед. Это неудобно. Но если вы не вяжете классическим способом, попробуйте бабушкиным. Для своего образца я набрала 3 раппорта, 1 петлю для симметрии и 2 кромочные петли. Перед тем, как мы приступим к узору, мы провяжем один установочный ряд изнаночными петлями. В конце ряда кромочные петли я буду провязывать изнаночной петлей. Первый лицевой ряд. Кромочная. Первые 2 петли мы должны провязать вместе за переднюю стенку лицевой. Подхватываем рабочую нить и выводим правую спицу между этих 2 петель. Вот так. Далее 1 лицевая. Третью петлю с правой спицы мы подхватываем левой спицей и перекидываем через 2 провязанные петли. Делаем накид. Это является раппортом первого ряда. Повторяем. 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Подхватываем рабочую нить и выводим спицу между петель. Снимаем петли. Далее 1 лицевая. Третью петлю мы перекидываем через 2 провязанные и делаем накид. Следите, пожалуйста, внимательно, чтобы не пропускать накиды, потому что, понятное дело, узор не получится и вы будете расстраиваться. Повторяем. 2 вместе лицевой за переднюю стенку, подхватываем рабочую нить и выводим спицу между петель. Вот так. Далее 1 лицевая, третью петлю с правой спицы мы перекидываем через 2 провязанные, делаем накид. Раппорт мы провязали, в конце петлю для симметрии мы провязываем лицевой и кромочная, изнаночная. Второй изнаночный ряд, кромочную переснимаем и провязываем все петли до конца ряда изнаночными. В конце кромочная. Третий лицевой ряд, смещаем узор в шахматном порядке. Кромочную переснимаем. И в начале третьего ряда мы провязываем петли вне симметрии. То есть мы сначала провязываем 1 лицевую и делаем накид. Далее мы приступаем к раппорту. 2 вместе за переднюю стенку. Спицу выводим между петель. Далее лицевая. Третью петлю со спицы перекидываем на 2 провязанные и делаем накид. Еще раз. 2 вместе за переднюю стенку, подхватываем рабочую нить, выводим спицу между петель. 1 лицевая. Третью петлю с правой спицы перекидываем через 2 провязанные и делаем обязательно накид. И еще раз. 2 вместе лицевой за переднюю стенку, подхватываем рабочую нить, выводим
спицу между петель, провязываем лицевую петлю, третью с правой спицы перекидываем через провязанные петли. Тут будьте внимательны. В конце третьего ряда мы накид не делаем, мы накид делать не будем. Он нам не нужен, потому что мы его делали в начале ряда, перед раппортом. И в конце кромочная. Четвертый изнаночный ряд, кромочная. И все петли до конца ряда мы провязываем изнаночными. Очень простой, красивый узор получается. Вязать его одно удовольствие, без заморочек. Мы провязали один раппорт в высоту, состоящий из 4 рядов. Далее мы продолжаем вязать с первого ряда. Ну а для тех, кто хочет провязать этот узор по кругу, наберите на круговые спицы количество петель кратное 3 и 1 петлю для замыкания в круг. Нечетные ряды 1, 3, 5 и так далее мы вяжем точно так же, как мы провязали его поворотными рядами, а четные ряды провяжите лицевыми петлями. Ну а сейчас давайте рассмотрим образец побольше. Ну а вот такой вот узор мы получим, если провязать его повыше. Такой узор можно использовать как для весенне-осенних изделий, так и для летних. Все зависит от выбора пряжи. Данный узор был провязан пряжей, в состав которой входит 90% акрила и 10 бамбука. Спицы для него я использовала 3,5 мм, а плотность данной пряжи составляет 240 метров на 100 грамм. Вот так узор выглядит с изнаночной стороны. Ну а на этом я завершаю свой мастер-класс. Если вам понравился узор, не забудьте отметить это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, кому он показался полезным, интересным. Нажимайте на колокольчик, чтобы он оповещал вас о выходе новых узоров на канале, а также делитесь этим узором со своими друзьями. А я искренне благодарю вас за просмотр, желаю вам творческих успехов и всех благ. А мы встретимся с вами в следующем видео. Всем пока!